Отчет комиссии французского Сената «Борьба с вредоносным внешним вмешательством». Азербайджан рассматривается как новый вредоносный элемент на международной арене, угрожающий Франции со всех направлений. В отчете подчеркивается, что в числе более крупных государств, которые выступают против Франции, выделяется и такое государство, как Азербайджан, который активно продвигает свои модели и дискредитирует демократию. После того, как Франция оказала поддержку Армении, Азербайджан стал проявлять активную враждебность. Это выражается в проведении операций вмешательства во внутренние дела Франции. Эти действия были отмечены французскими министрами Жеральдом Дарманином, министром внутренних дел и заморских территорий, и Стефаном Сежурни, министром Европы и иностранных дел, которые упомянули о небывалом кризисе в отношениях между Францией и Азербайджаном. Азербайджан, вдохновленный и поддерживаемый Россией, использует негосударственные структуры, такие как Бакинская инициативная группа, для проведения операций влияния. Эти операции направлены на дестабилизацию французского общества через усиление социальных напряжений. Действия Азербайджана охватывают не только метрополию, но и заморские территории Франции, включая французскую Полинезию и Новую Каледонию, с целью использования недавних беспорядков. В ответ на поддержку Франции и Армении, Азербайджан начал кампанию по поддержке политических партий и групп, выступающих за независимость или автономию в заморских территориях Франции и на Корсике. В июле 2023 года была создана Бакинская инициативная группа в рамках конференции движения неприсоединения. Эта группа поддерживает различные независимые и автономистские организации, включая Фронт освобождения канаков и социалистов, Движение за деколонизацию Гвианы, Партию за освобождение Мартиники и Движение за суверенную Полинезию. Азербайджан также организовал кампанию дезинформации под названием «Олимпия», направленную против Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. В июле 2023 года служба Видженром обнаружила попытки вмешательства, призывающие к бойкоту игр, и идентифицировала эту кампанию как «Олимпия». Азербайджан также предпринял попытки воздействия на события в заморских территориях и на Корсике. Например, в ответ на протесты и волнения на Корсике после убийства Иван Колонны, Азербайджан пытался провести дезинформационные кампании, но они не имели серьезного успеха. Франция активизировала меры по мониторингу и анализу таких угроз. Служба Видженром осуществляет мониторинг операций против дезинформации и вмешательства, хотя некоторые операции могут оставаться скрытыми из-за дипломатических соображений. Эта служба является единственным государственным органом, который занимается обнаружением и анализом цифрового воздействия, хотя и не может официально приписывать конкретные операции отдельным государствам. Франция должна усилить свои возможности по реагированию на дезинформационные кампании и угрозы. Это включает расширение оперативных возможностей для обработки множества одновременных атак и усиление анализа и предсказания будущих угроз. Вопрос армянских пленных может иметь последствия для репутации Азербайджана. В ноябре в Баку, выбранном для проведения конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата КОП-29, встретятся представители разных стран. Это решение вызвало споры из-за актуальных нарушений прав человека в Азербайджане. По итогам переговоров, состоявшихся в конце 2023 года, Армения согласилась поддержать кандидатуру Азербайджана на проведение КОП-29. Взамен Азербайджан вернул Армении около 30 пленных. Однако ситуация с армянскими пленными в Азербайджане вызывает серьезную озабоченность. Бывший прокурор МУС Луис Морено Окампо в интервью «Франс-24» выразил обеспокоенность по поводу нарушений прав человека и международных норм в Азербайджане. Он отметил следующее. Первое. Азербайджан обвиняется в нарушении прав человека в контексте блокады Нагорного Карабаха и атак на мирное население за осуществление этнической чистки и геноцида армян. Второе. Блокада Лачинского коридора, являвшегося единственным сухопутным путем армян Нагорного Карабаха с внешним миром, использовалась как средство для уничтожения армянского этноса. Третье. В Азербайджане отсутствует независимая судебная система, где в тюрьмах применяются пытки и убийства. Политические заключенные сталкиваются с несправедливыми судебными процессами из-за отсутствия независимых судей. Четвертое. Армянские пленные,
включая бывших президентов Нагорного Карабаха и других высокопоставленных лиц, обвиняются в военных преступлениях в абсурдных судебных процессах. Они задержаны в Азербайджане, несмотря на то, что являются жертвами геноцида, а не военнопленными. Пятое. Международное сообщество и США подчеркивают необходимость гуманного обращения с пленными и привлекают внимание к нарушениям прав человека в Азербайджане. Призывы к освобождению пленных и проведению международных судов остаются актуальными. С приближением КОП-29 внимание к ситуации с армянскими пленными и общим нарушением прав человека в Азербайджане будет только возрастать, что может повлиять на репутацию страны и ее международные отношения. В свою очередь, Госдепартамент США сделал заявление о возможности освобождения удерживаемых в Баку армян. Любая страна должна относиться ко всем задержанным гуманно, достойно и в соответствии с международным правом, заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, комментируя возможность освобождения удерживаемых в Баку армянских пленных. Об этом Патель говорил в ходе брифинга с журналистами, отвечая на вопрос, отслеживает ли Госдепартамент ситуацию вокруг удерживаемых в Баку армян, в том числе бывших членов военно-политического руководства Нагорного Карабаха, и есть ли какой-либо вариант, с помощью которого США могут помочь освободить этих людей. Заместитель пресс-секретаря Госминистерства подтвердил, что Вашингтон продолжает участвовать в вопросах Южного Кавказа. Что касается заключенных, мы четко и последовательно заявляли, что любая страна должна обращаться со всеми заключенными гуманно, с достоинством и в соответствии с международным правом, должна уважать право заключенных. И это остается верным и в данном случае, подчеркнул Патель. Азербайджан официально подтвердил наличие 23 армянских пленных, содержащихся в Баку. Среди них и бывшее военно-политическое руководство Нагорного Карабаха. По заявлениям различных правозащитников, число задержанных в Баку армян больше, но Азербайджан официально подтвердил наличие 23. И в конце вот такое интересное и точное заявление от министра иностранных дел Литвы. Министр иностранных дел Литвы ответил представителям российской оппозиции по поводу санкций против обычных граждан России. «Я слышу разговоры о невинности обычных россиян, но потом я вижу обычных россиян, убивающих обычных украинцев. Я вижу, как обычные российские матери прощаются со своими обычными российскими сыновьями, желая им удачи в их обычных российских военных преступлениях. Я вижу, как обычные российские родители одевают своих детей в военную форму и рисуют букву Z на картонном костюме в виде танка. Я вижу, как обычные россияне выстраиваются буквой Z на городской площади. Обычная Россия больна. Исцеление начнется лишь тогда, когда будет побеждена Россия, а не только Путин. Все, что тормозит тотальную российскую военную машину, будет иметь поддержку обычных литовцев. По-моему, точнее сказать невозможно. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые актуальные и важные новости региона и мира.